Дори — это четырехзвездочный персонаж, мастерски владеющий двуручным мечом и стихией электро. В команде она может быть кем угодно, от поддержки и САП-ДД до целителя и батарейки. Представьте себе самого изворотливого и находчивого торговца Сумеру, который может достать для вас абсолютно все, начиная от драгоценных камней и заканчивая экзотическими предметами, о которых вы даже не слышали. И да, все это будет стоить немало моры. Но взамен вы получите не просто товар, а магию настоящего сокровища, что Дори предлагает самой теплой улыбкой. Она может быть как дождь после долгой засухи для одних и как коварный торговец для других. Но одно ясно точно, Дори абсолютно не волнует, что они думают. Главное — это звон моры, который отдается эхом в ее дворце. Дори обладает необычным набором талантов. Ее основная атака — это серия ударов мечом, включая заряженные атаки с вращением, наносящие урон окружающим врагам, и атаки в падении для урона по площади. Но настоящие интересы представляет ее элементальный навык, когда она направляет лампу усмирения духов, выстреливая зарядами, которые наносят электроурон и создают снаряды для дополнительного урона. Ее взрыв стихии привлекает Джина, который лечит союзников, восстанавливая энергию и нанося электроурон при контакте с врагами. Дори — это мастер на все руки, способная лечить, восстанавливать энергию и создавать электрореакции. Ее уникальные способности делают ее незаменимым членом любой команды, особенно благодаря бонусу к проценту хп, что делает ее еще более мощным целителем. Несмотря на недостатки, такие как долгая перезарядка некоторых способностей без шестого созвездия, она остается важной фигурой на поле боя. Ну что ж, это только начало нашего путешествия с Дори. Далее мы рассмотрим ее лучшие билды, оружие и артефакты, чтобы вы могли использовать ее на полную катушку. Готовы узнать больше? Давайте поговорим о том, что делает Дори такой особенной в Genshin Impact, а также о некоторых моментах, которые могут вызвать затруднения при ее использовании. Преимущество Дори. Универсальность. Дори может играть сразу несколькими ролями в команде, будь то поддержка, целитель или даже САП-ДД. Это означает, что она может адаптироваться под разные стили игры и командные составы. Электрореакция. Благодаря своей стихии, Дори отлично сочетается с персонажами, использующими Дендро, чтобы создавать эффектные стихийные реакции. Это делает ее отличным выбором для многих боевых стратегий. Лечение и восстановление энергии. Ее уникальные способности позволяют лечить союзников и восстанавливать их энергию, что делает ее одним из лучших вариантов для поддержки команды. Самостоятельный урон. Несмотря на то, что Дори является персонажем поддержки, она также способна наносить значительный урон, особенно при наличии определенных артефактов и оружия. Недостатки Дори. Зависимость от созвездий. Без шестого созвездия у Дори могут возникнуть сложности с созданием электрореакций, поскольку ее способности имеют довольно длинное время восстановления. Ограниченное исцеление. Дори не может исцелять нескольких целей одновременно, что может ограничивать ее эффективность в битвах с высоким уровнем урона по всей команде. Стоимость и эффективность ультимативной способности. Взрыв стихии Дори стоит 80% единиц энергии, что довольно много, и имеет ограниченный радиус действия, а также не самый высокий коэффициент урона. Специфическое использование. Несмотря на высокий показатель атаки для персонажа поддержки, Дори не может сравниться с полноценными дамагерами, что ограничивает ее использование в роли основного наносителя урона. В общем, Дори — это четырехзвездочный, гибкий и многофункциональный персонаж, который может приносить огромную пользу любой команде. Но ее максимальная эффективность зависит от конкретного стиля игры и состава команды. С правильным подходом и стратегией она может стать ключевым игроком во многих битвах. Для Дори, как и для любого другого персонажа в Genshin Impact, важно правильно подобрать характеристики, чтобы максимально раскрыть ее потенциал. В ее случае акцент делается на уникальном сочетании ХП, восстановлении энергии, а также на возможности нанесения урона, если вы решите использовать ее в роли САП-ДД. Давайте разберем, на что стоит обратить внимание при выборе артефактов, оружия и оружия для Дори. Основные характеристики. У Дори один из самых высоких базовых показателей ХП среди четырехзвездочных персонажей, что делает ее оптимальным целителем. Более того, многие ее способности усиливают за счет ХП, делая эту характеристику приоритетной. Восстановление энергии. Важно для поддержания ее способностей, особенно ультимативной способности, которая имеет высокую стоимость.
Стремитесь к тому, чтобы этот показатель был как можно выше, особенно если вы используете Дори как основную батарейку для команды. Второстепенные характеристики. Сила атаки. Хотя Дори и является персонажем поддержки, не стоит сбрасывать со счетов ее способность наносить урон, особенно если у вас есть созвездие C6. Шанс крита, крит урон. Если вы решили использовать Дори в роли саб-ДД, данные характеристики помогут увеличить ее урон. Бонус электроурона. В случае, если вы хотите увеличить урон от ее электроспособностей. Рекомендации по артефактам. Цветок жизни всегда имеет основную характеристику ХП. Ищите второстепенные характеристики, увеличивающие силу атаки, восстановление энергии, шанс крит попадания или крит урон. Перо смерти. Основная характеристика атака. Второстепенные характеристики должны поддерживать ХП, восстановление энергии, крит урон и крит шанс. Пески времени. Выбор между силой атаки и ХП в зависимости от вашего стиля игры. Восстановление энергии также является хорошим выбором. Кубок пространства. Бонус электро урона для саб-ДД или ХП для саппорт билда. Второстепенные характеристики аналогичны другим артефактам. Корона разума. Здесь также выбор между крит уроном, шанс крита для саб-ДД или бонусом лечения ХП или процентом ХП для саппорт билда. Выбор артефактов и оружия для Дори зависит от того, как вы собираетесь ее использовать. Ее универсальность позволяет экспериментировать с различными сборками, но помните, что ее главная сила в поддержке и восстановлении энергии команды, а не в нанесении урона. Выбор оружия для Дори в Genshin Impact во многом зависит от того, какую роль вы для нее предпочитаете. Хиллера, саппорта с восстановлением энергии или саб-ДД. Давайте разберем рекомендуемые варианты оружия, которые могут максимально увеличить ее потенциал. 5-звездочные варианты. Небесное величие. Это оружие увеличивает наносимый урон и создает лезвие при использовании ультимативной способности, наносящей дополнительный урон. Однако, несмотря на его мощь, оно может быть не лучшим выбором для Дори, если вы используете ее исключительно в роли поддержки. Волчья погибель. Увеличивает силу атаки и предоставляет дополнительное усиление атаки всей команде при уменьшении ХП противника до 30%. Отлично подойдет для усиления атаки как самой Дори, так и других членов команды. 4-звездочные варианты. Меч-колокол. Создает защитный щит и увеличивает урон, когда Дори находится под его защитой. Это делает его отличным вариантом для усиления ее выживаемости и лечащих способностей. Кацураги Нагамаса. Увеличивает урон от элементального навыка и обеспечивает восстановление энергии, что делает его одним из лучших выборов для Дори в роли саппорта, особенно при нехватке энергии. Двуручный меч Фавония. При нанесении критического удара восстанавливает энергию, что идеально подходит для быстрого восстановления ультимативной способности Дори, однако требует хороший шанс критического попадания. Церемониальный двуручный меч. Может восстанавливать откат элементального умения, что потенциально увеличивает частоту его использования и эффективность Дори как саппорта. Специализированные варианты. Дождерез. Это оружие увеличивает урон против врагов, находящихся под воздействием электро или гидро, что может усилить способность Дори создавать стихийные реакции и наносить дополнительный урон. Переносная мотопила. Его уникальные характеристики могут пригодиться в определенных ситуациях, особенно если оно усиливает лечение или другие аспекты ее геймплея. Выбор оружия для Дори должен соответствовать вашему стилю игры и задачам, которые вы перед ней ставите. Важно учитывать не только статы оружия, но и то, как оно синергирует с ее способностями и нуждами вашей команды. Не бойтесь экспериментировать с разными вариантами, чтобы найти тот, который будет идеально подходить под вашу стратегию и тактику использования Дори. Подбор артефактов для Дори в Genshin Impact следует основывать на ее роли в команде, будь то саппорт, хиллер или саб-ДД. Давайте разберем рекомендуемые наборы артефактов для разных стилей игры Дори. Для саппорта и хиллера. Моллюск морских красок. 2 части дают 15% бонус лечения. 4 части давая пузырь морских красок, который наносит урон врагам, основываясь на восстановленном ХП. Этот набор идеален для Дори, используемой в роли хиллера, усиливая ее лечащие способности и добавляя возможность нанесения урона. Песнь былых времен. 2 части повышают бонус лечения на 15%, 4 части
Превращает лечение в баф на урон для активного персонажа. Подходит для ситуации, когда Дори лечит, усиливая также атакующий потенциал команды. Для саппорта с восстановлением энергии. Эмблема рассеченной судьбы. Две части увеличивают восстановление энергии на 20%. 4 части увеличивает урон взрыва стихий, основываясь на восстановлении энергии. Этот набор отлично подходит для увеличения эффективности ультимативной способности Дори, делая ее еще более ценным саппортом. Для саб-ДД. Громогласный рев ярости. Две части увеличивает бонус электроурона на 15%. 4 части увеличивает урон от реакции электро и уменьшает откат элементального навыка. Этот комплект подойдет, если вы хотите использовать Дори для нанесения электроурона и активации стихийных реакций. Универсальные наборы. Церемония древней знати. Церемония древней знати. Две части увеличивают урон взрыва стихий на 20%. 4 части. Активация взрыва стихии увеличивает силу атаки всех членов отряда. Подходит для любой роли Дори, добавляя универсальность и усиливая команду. Позолоченные сны. Этот набор артефактов идеально подходит для усиления реакции стихий, обеспечивая дополнительную поддержку в бою. Вот как он работает. Две части дают 80 единиц мастерства стихий. 4 части. После вызова элементальной реакции, в зависимости от элементов других персонажей в отряде, экипированные персонажи получают следующие усиления. Сила атаки увеличивается на 14% за каждого персонажа с таким же элементом. Мастерство стихии повышается на 50 единиц за каждого персонажа с иным элементом. Усиление посчитывается для трех персонажей, что делает этот набор крайне гибким и адаптивным к различным составам команды. Этот набор отлично подходит для Дори, который используют для активации стихийных реакций, особенно в командах с разнообразием элементов. Увеличение мастерства стихии повышает эффективность таких реакций, как перегрузка, сверхпроводник, горение и другие, а также может усилить реакции с участием Дендра, делая Дори более эффективной в создании и использовании стихийных реакций. Использование позолоченных снов делает Дори еще более универсальной и ценной в командных составах, где важно максимизировать потенциал стихийных взаимодействий, а также предоставляет ей возможность адаптироваться под различные ситуации и комбинации персонажей в команде. Выбор статистик на артефактах должен соответствовать общей стратегии использования Дори. Важные атрибуты включают ХП для усиления лечения, восстановление энергии для поддержки способностей и бонус к электроурону или критический урон и шанс, если Дори используется для нанесения урона. Подбор правильного комплекта артефактов сделает Дори еще более ценным ассетом для вашей команды в различных боевых ситуациях. Итак, теперь когда мы разобрались с основными аспектами Дори, включая ее таланты, оружие и артефакты, давайте поговорим о том, как наилучшим образом использовать ее в бою. Как играть за Дори? Используйте ее как гибкого саппорта. Дори может выполнять несколько ролей в команде, включая лечение, восстановление энергии и нанесение урона. Сосредоточьтесь на том, что вашей команде требуется больше всего, и настройте ее билд под эти нужды. Максимизируйте эффективность ультимативной способности. Ультимативная способность Дори потребляет много энергии, но при правильном использовании может существенно изменить ход боя, леча союзников и восстанавливая их энергию. Убедитесь, что вы собрали достаточно бонусов к восстановлению энергии, чтобы использовать ее как можно чаще. Активно участвуйте в создании стихийных реакций. Дори может наносить электроурон не только напрямую, но и через своих джинов, что делает ее отличным кандидатом для активации стихийных реакций в команде. Поддерживайте постоянное давление на противника. Используйте ее элементальный навык для нанесения урона и создания снарядов, которые будут атаковать врагов, даже когда Дори не на поле боя. Это позволит поддерживать давление на противника и усиливать урон от команды. Адаптируйтесь под ситуацию. В зависимости от ситуации, Дори может использовать свои способности для защиты союзников, восстановления их здоровья или нанесения урона. Будьте готовы к быстрой смене тактик в зависимости от обстоятельств. В заключение. И вот мы подошли к концу нашего путешествия по миру Genshin Impact с Дори. Мы рассмотрели все ее уникальные способности до выбора оружия и артефактов. Надеюсь, эти советы помогут вам максимально раскрыть потенциал Дори в вашей команде, будь то как надежный саппорт, эффективный целитель или даже ударного саб-ДД.
Не забывайте, что успех в Genshin Impact зависит не только от того, как вы оснащаете своих персонажей, но и от того, как вы используете их в бою. Экспериментируйте с Дори, попробуйте различные стратегии и комбинации с другими персонажами, чтобы найти идеальный баланс для вашей команды. Если вам понравилось это видео, поддержите меня лайком и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые гайды и обновления. А еще включите уведомления, чтобы всегда быть в курсе новинок. Ваша поддержка вдохновляет меня делать еще больше полезных и интересных видео для вас. Спасибо за просмотр и до новых встреч в мире Тейват.